Здравствуйте, дорогие гости и подписчики нашего канала «Семейный хендмейд». По последним видео я заметила, что вам очень интересны поделки для украшения дачи, а особенно мастер-классы о том, как их можно сделать. Сегодня я приготовила для вас еще один мастер-класс на эту тему. Посмотрите, какую красивую, а главное большую и почти настоящую пальму можно сделать своими руками из пластиковых бутылок. Для ее изготовления нам понадобятся пластиковые бутылки зеленого и коричневого цвета, стальная труба диаметром 5 см, 8 кусков арматуры диаметром 10 мм, стальной диск от колеса и инструменты. Скорее всего, вам понадобится мужская помощь, так как основу нужно будет сварить. Моя пальма получилась огромная и тяжелая. На ее изготовление ушло много времени, но я очень довольна получившимся результатом. Так как делать пальму я начала давно и даже не думала вначале снимать по ней мастер-класс, то многие моменты работы на видео не показаны, но я нарисовала схему сборки, чтобы объяснить вам, как это сделано. Итак, для начала нам нужно найти стальной диск от колеса. Я использовала 13-дюймовый диск от «Жигулей», найденный на обочине дороги, и стальную трубу диаметром 5 см. Трубу вставляем в центральное отверстие диска и привариваем перпендикулярно 4 треугольными стальными пластинами. У нас получился ствол будущей пальмы. Теперь, прежде чем приваривать ветви, нужно приготовить нарезанные коричневые пластиковые бутылки и надеть их на ствол. Если вы сразу приварите ветви, то бутылки надеть уже не получится. У меня ушло примерно 40 бутылок коричневого цвета. В идеале лучше всего собрать одинаковые бутылки, но у меня так не получилось, и я делала из тех, которые смогла найти. Бутылки моем, снимаем этикетки, отрезаем горлышки и донышки. Отверстие у горлышка должно быть таким, чтобы заготовка спокойно наделась на трубу. Первую заготовку нарезаем соломкой сверху и снизу, остальные только с одной стороны. Соломкой нарезаем на полосочки шириной примерно 1 см. Для правдоподобности каждую полосочку я заострила. Полосочки выгибаем по кругу наружу. Заготовки надеваем на ствол друг в друга с зауженной частью вниз. Я собирала по-другому, и исходя из своих ошибок я рассказываю вам, как все-таки лучше это сделать. После того, как ствол будет полностью заполнен пластиковыми бутылками, можно приварить ветви. Для этого берем 8 кусков арматуры диаметром 10 мм. Длину выбирайте на свое усмотрение. Чем длиннее арматура, тем длиннее ветви пальмы. На этом этапе я допустила ошибку и не придала арматуре изгиб. Лучше всего это все-таки сделать, чтобы в итоге получить красивые, правдоподобные, такие дугообразные ветви. Когда вы выгнете арматуру, можно приваривать ее к трубе по кругу.
Если вы возьмете тонкую арматуру или проволоку, то под весом бутылок ветви опустятся вниз, и вы получите плакучую пальму. То есть лучше все-таки этого не делать. Теперь нам понадобятся зеленые пластиковые бутылки. У меня ушло примерно 250 штук. Конечно же, я не смогла найти одинаковые и использовала бутылки разного объема и разных оттенков зеленого цвета. Все бутылки необходимо помыть, снять этикетки с них и ободки от крышек. Если ободок зеленого цвета, то его можно оставить. Отрезаем донышки. Кстати, не спешите их выбрасывать. В следующем видео я покажу, что из них можно сделать. И нарезаем бутылки соломкой по кругу на полоски шириной примерно от 7 мм до 1 см. Толще резать я не советую, так как будет не очень красиво, но и тоньше тоже не стоит, иначе вы просто останетесь без рук. Я, например, пока резала эти бутылки, натерла себе и пальцы, и руки, и вообще все, что только можно. Полосочки отгибаем по кругу наружу. Еще нам понадобятся пластиковые крышки от бутылок, тоже примерно 250 штук. Лучше всего брать зеленого или синего цвета, такие крышки будут менее заметны на просвет. Ими мы будем фиксировать зеленые бутылки на арматуре. Можно обойтись и без крышек, но тогда бутылок у вас уйдет намного больше, примерно где-то в 2 раза. Крышки просверливаем 10-мм сверлом. Переходим к сборке кроны. Надеваем бутылку на арматуру горлышком вперед. Дальше вставляем крышку, снова бутылку, потом крышку. И так заполняем арматуру до конца. Самую последнюю бутылку надеваем следующим образом. Закручиваем крышку на бутылку и вставляем на арматуру. Выберите такую крышку, которая будет держаться плотнее всего на арматуре. Полоски у последней бутылки подогните вовнутрь, чтобы конец ветви был похож на кисточку. При таком методе сборки все бутылки держатся очень крепко, и даже при сильном ветре они не слетают. То есть дополнительное крепление вам не понадобится. Так заполняем бутылками все 8 ветвей. Собирать крону удобнее, если пальма лежит на земле. Кстати, не оставляйте эту конструкцию стоя, так как даже от слабого ветра она обязательно упадет. Теперь нам осталось установить пальму на постоянное место жительства. Мы выкопали яму, чтобы туда спокойно вошел диск, поставили пальму, засыпали щебнем и залили цементным раствором. Сверху засыпали землей и вернули обратно газон. Теперь даже очень сильный ветер нашей пальме не страшен. Шелест пластиковых бутылок напоминает шелест настоящей листвы. А еще такая пальма очень красиво искрится и бликует на солнце. Обязательно попробуйте вырастить такую пальму на своем дачном участке. Гарантирую, вам и всем окружающим она очень понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и заходите в гости. Всем пока-пока!